26 апреля 1986 года. Украина и Белоруссия, Воронежская и Брянская области, часть Польши и Прибалтики, радиоактивные осадки в Англии под Кингисеппом. Вот лишь неполный список географических объектов, загрязненных невидимым чернобыльским выбросом. На начало 1996 года общее число лиц, зарегистрированных как подвергшихся радиационному воздействию, насчитывалось около полумиллиона. А сколько незарегистрированных? На сегодня ежедневно в республиках бывшего Союза умирает на 3000 человек больше, чем 30 лет назад. А за год более миллиона лишних смертей. Все это Чернобыль. И то, что уже через 5 лет количество раковых заболеваний повысилось в России на 7%, на Украине на 10%, в Белоруссии на 23%, это тоже Чернобыль. А кто подсчитает и подсчитает ли вообще количество мертвых детей, рожденных такими родителями, а также количество детей с заячьей губой, волчьей пастью, с ногами разной длины и культями вместо рук. Звучит кощунственно, но именно благодаря Чернобылю о Филимоненко вспомнили вновь. Это случилось в апреле 1989 года, уже через 4 дня после того, как американские ученые Флейшман и Понс объявили о осуществлении ими в пробирке холодного ядерного синтеза. Чернобыльский реактор за 2 года, значит, накопил 2000 килограмм радиоактивных осколков. Это равностильно взрыву 2000, таких бомб, как Хиросимская, значит, Нагасакская. А всего, значит, у нас реакторов таких 432. Вот, значит, выходит 2000, помножьте на 432, и поймете, какое количество, значит, находится радиации у нас в этих реакторах. Значит, неужели нельзя, значит, подумать, как сделать, чтобы вырабатывать энергию без радиоактивности? Узнав об американских исследованиях, которые, кстати, вскоре были отвергнуты правительством США как ошибочные, наше правительство восстановило Филимоненко в должности ведущего конструктора для продолжения работ, от которых он был отстранен еще 30 лет назад. Со 2 апреля 1989 по 1 января 1991 года под руководством Филимоненко было изготовлено 3 опытных образца энергетических установок, использующих энергию холодного ядерного синтеза, и заново разработаны чертежи установок для подавления радиации. Испытания должны были производиться на НПО «Красная звезда», но они не состоялись. 1 января 1991 года Филимоненко вновь отстранили от работы и лишили пропуска на все предприятия НПО. Объяснение было одно – нет средств. Еще одна попытка подарить человечеству безопасную энергию окончилась крахом. Внимание! Всем! Сегодня утром в одной из медицинских лабораторий было получено вещество, благодаря которому человечество наконец-таки одержало победу над старостью. Это вещество изобретатель назвал эликсиром бессмертия. Возможно, именно так однажды во всем мире начнутся сводки вечерних новостей. И неважно, какой день недели будет на календаре, они будут уже выброшены на помойку за ненадобностью. Скажете, бред сумасшедшего? Но тогда сумасшедшими надо объявить одновременно сотни тысяч ученых во всем мире, ежедневно изнуряющих себя сложнейшими опытами и расчетами ради того, чтобы хотя бы на 1 час приблизить победу над старостью. Медики утверждают, генетически человек запрограммирован жить более 100 лет. А если спустя 50-70 лет после рождения он оказывается на кладбище или покидает этот мир через трубу крематория, винить в этом он должен только себя. Ведь, как утверждают те же медики, чтобы полностью выполнить программу, заложенную в нас при рождении, нельзя употреблять алкоголь, курить, необходимо соблюдать строгую диету, заниматься спортом, в общем, всеми силами вести здоровый образ жизни. Хорошо, пусть так. Но как бы человек ни боролся за свою жизнь, итог все равно известен. Как мудро заметил один сатирик, что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище. Настырные французы недавно посчитали, сколько всего людей жило на Земле со времен Адама и Евы. Оказалось приблизительно 80 миллиардов. Сколько за это время было придумано способов остановить этот скорбный путь на тот свет? Тщетно.
И чем, как не актом отчаяния, можно объяснить овладевшую умами человечества утешительную и красивую сказку о загробной жизни и о бессмертии души? Если нельзя победить смерть в этой жизни, можно победить ее, сохранив тело умершего в виде мумии. Современные мавзолеи известных политиков. Не отзвук ли это той древней сказки? У нас очень много данных, значит, таких. Есть данные такие, что, значит, и по 3000 лет, значит, жили. При Петре Первом, значит, данные, что некоторые люди по 400 лет жили. Еще в начале 60-х годов Филимоненко теоретически доказал, что когда-то человек жил долго, фантастически долго. Его расчеты, о которых мы скажем чуть позже, полностью подтвердились несколько лет назад, когда учеными при раскопках был обнаружен документ, составленный еще в конце второго тысячелетия до нашей эры шумерийскими писцами. В этом документе был приведен полный список 8 царей, которые правили в общей сложности более 200 тысяч лет. Эти сведения тут же стали достоянием масс. Ознакомился с ними и петербуржец Владимир Конев. После долгих раздумий он пришел к выводу, что раз шумерийцы жили так долго, то это возможно и в наше время. И он решил доказать это на собственном примере, разработав закон долгожительства или секрет долголетия. Благодаря этому закону человек может и даже обязан жить от 140 до 280 лет. И решил доказать это на собственном примере. Но ввиду того, что он по его собственному признанию спохватился слишком поздно, в возрасте 65 лет, он установил для себя планку 120 лет. Именно столько собрался прожить Конев, чтобы доказать, что теория, разработанная им, верна на 100%. С утра я делаю зарядку в общей сложности где-то час, в том числе силовые упражнения. Каждый день обливаюсь холодной водой, пешком хожу где-то, когда час, когда два. Кроме того, каждую неделю голодаю 36 часов, из них сутки сухое голодание, то есть без воды и без еды, и еще 12 часов с водой. Кроме того, каждую неделю хожу в баню, в парилку. Каждую неделю, может быть, пореже, 2 раза в месяц, делаю чистку по так называемому методу Семеновой-Малахова. И другие разные мероприятия. То есть, короче говоря, да, раздельное питание, естественно. Пью воду талую, мало употребляю соли, мало употребляю сахара. Уже 3 года вегетарианец. Короче говоря, вот все эти мероприятия входят в мое понятие «здоровый образ жизни». Как не обидно это прозвучит для Конева и для сотен других энтузиастов, собравшихся прожить 120 и более лет, но вряд ли ему удастся осуществить свою теорию на практике. И не потому, что, как сам же признался, слишком поздно начал. Нет, причина в другом. И нашел ее и научно обосновал все тот же Филимоненко. Оказывается, чтобы жить более 100 лет, надо очистить организм от радиации. И в первую очередь от содержания такого радиоактивного вещества, как калий-40, с помощью которого у нас до сих пор удобряют поля, собранный урожай из которых попадает в наш организм вместе с пищей. Радиоактивная частица, допустим, это калия-40, она проходит в организме 6,1 мм. И на своем пути больше 200 тысяч атомов ионизуют. И гибнет 1125 клеток. Только в Советском Союзе ежегодно вносилось в почву 6 миллионов тонн удобрений, в которых содержалось 4,5 миллиона кюри радиоактивного калия, главного источника радиации на Земле. Это было бы не так страшно, окажись он изотопом с маленьким периодом полураспада. Но у калия-40 он равен 1,3 миллиарда лет. Из-за такого удобрения радиоактивность почвы практически не рассеивается, как у короткоживущих изотопов. Каждый год на полях, где применяют хлористый калий, уровень радиации возрастает вдвое. Сегодня во всем мире сотни атомных тепловых и гидроэлектростанций ежегодно сжигают 10 миллиардов тонн углеводородного топлива. В их дыме содержатся сера, уран-235, радий-226 и, самое главное, калий. Эти вещества с дождями выпадают на Землю, еще более увеличивая ее радиацию. А ведь, как подсчитал Филимоненко, если в организме человека будет содержаться 0,7 грамма калия-40, то продолжительность жизни составит, только не падайте в обморок, 25 310 лет. При 7 граммах
2531 год. А при 245 граммах продолжительность жизни будет равна 61 году и 7 месяцам, что мы сейчас, собственно, и имеем. Эти расчеты Филимоненко полностью подтвердились, когда были обнаружены тексты древних шумерийцев и было измерено содержание калия-40 в слое Земли, в котором сохранились останки этой древней цивилизации. Его оказалось 175 раз меньше, чем сейчас рассеяно по поверхности планеты. Именно он, распадаясь в организме человека, испускает львиную долю от всех частиц высокой энергии, которые убивают живые клетки. Организм их восстанавливает, а они снова гибнут. Но генетическая программа человека рассчитана на замену клеток не более 100 раз. И чем быстрее он израсходует этот лимит, тем меньше будет продолжительность жизни, и наоборот. Получается, что древние шумеры облучались калием-40 в 175 раз меньше, поэтому и жить могли, по крайней мере, в 175 раз дольше, чем современные люди. Однако в тех же документах, оставленных шумерийцами, сказано, что такая фантастическая продолжительность жизни у них была только лишь до Великого потопа. После потопа продолжительность жизни стала резко падать. Почему? Филимоненко считает, что в этом виновата радиация, пропитавшая Землю. А радиация могла появиться только в одном случае – в случае ядерной войны, которую человечество и пережило множество веков назад. Доказательства своей теории Филимоненко нашел в сказках «Тысяча и одна ночь», в которых упоминается про кувшины Сулеймана. Кувшины, значит, этого Сулеймана, когда взрывается, то синий дым поднимается, значит, выше облаков, и гром раздается такой, от которого люди теряют разум. А вот кувшины, это что вам напоминает вот этой сказке? Кувшин — это обычный реактор, который у нас, значит, есть. Только там своеобразным образом сказано, что их вскрыли. Кстати, именно после ядерной войны Бог и создал Адама и Еву. Это уже следующая теория Филимоненко. А сотворил он их для того, чтобы дать Земле новую цивилизацию бессмертных людей, которые не будут заражены радиацией, как предыдущая цивилизация. И поселил он Адама и Еву на участке Земли, им же и очищенное от облучения. Бог запретил им есть яблони в райском саду, которые, по-видимому, были радиоактивными. Они же нарушили запрет, потому и стали смертными. Получив большую дозу излучения, Адам и Ева стали болеть, а их дети получили наследственные заболевания. Так начал вырождаться род людской. Но у человечества все же есть шанс на выживание. Его может дать москвич Иван Степанович Филимоненко. И дать он его может только в том случае, если ему разрешат довести до конца работу над созданием энергетических установок по подавлению радиации. Программа «Черный кот» просит считать этот выпуск официальным обращением к правительству Российской Федерации, дать шанс Филимоненко, а значит шанс и всем нам, живущим на планете. И пусть вероятность успеха будет равна 1% из 1000, мы считаем, сделать это все равно необходимо, не сделать этого преступление. А решать нужно как можно быстрее. Если будет созданы, значит, вот восстановлены все коллективы, которые были созданы, они вполне, значит, могут справиться с этой задачей. Сколько лет для этого нужно? Ну, я вам сказал, что, значит, лет 10. Сейчас Филимоненко 73 года. И если в ближайшее время не принять спасительного решения, всем нам останется лишь одно — молиться. Бог, Он милостив, может, Он спасет.